coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. Так, приветствую всех. Приветствую всех, товарищи. Ой, как же я немного уже подустал, честно говоря, ну ладно. Давайте. Мы продолжаем играть в Кризис в Кремле. Ой. Извиняюсь. Ой. Вот. И вот мы начнем с этого места. КП РСФСР и Винтик. Вот он. Можете почитать его. Пару секунд дам. Вот, можете почитать его. Мы уже его читали в предыдущей серии. Очень рекомендую его посмотреть, так как там много ивентов, которые мы уже прочли, так как все остальное я буду пропускать, то, что мы уже читали. Только самые такие новые варианты мы будем читать. Вот. И я понял именно, как нам нужно победить. Это как можно сильнее дистанцироваться от КПСС. Чем сильнее мы станем независимы от КПСС, тем больше шанс, что мы сможем проводить собственную политику и свои реформы вводить в нашей республике, не подчиняясь центру. Ну и, возможно, даже противостоять более успешно перестройке. Поддержать возрождение российского бюро ЦК КПСС. Это мы тоже все читали. Виталий Воротников выступил на очередном заседании партии, поддержав идею возрождения российского бюро ЦК КПСС. Пленум ЦК КПСС избрал РБК ЦК КПСС Пленум ЦК КПСС избрал РБ ЦК КПСС, возглавленный Михаилом Горбачевым, и куда вошли руководители партии наиболее важных регионов страны. Решением пленума на бюро была возложена Решением пленума на бюро была возложена обязанность координировать деятельность областных и краевых партийных организаций РСФСР, направленную на реализацию политики КПСС, осуществлять контроль за выполнением решений съездов и конференций партий и пленумов и политбюро ЦК КПСС. Однако оппозиция все еще требует создания отдельной компартии для РСФСР. Ну и все равно. Память у нас идет. Это уже было, но мы ее раскалываем. Так как нам нужно все-таки политику власть копить. Съезд народных депутатов — это развалу страны противодействовать. Мы берем вот так. Как вы видите, я поменял все. Я распределил доходы вот так вот на развитие индустрии, на все остальное. А на госбезопасность оставил только 130. Так как поддержание вот этих показателей очень сильно влияет на довольство народа, это очень важно. Макдональдс, ну мы его в любом случае открываем ресторан. Рыночный гамбит. Разумеется, мы... Так, съезд народных депутатов. Предложить иное решение проблемы. Так, вот, читайте. Вот, предложить иное решение проблемы. Ну, хотя ладно. Проблемы 6 статьи Конституции СССР, закрепляющую главенствующую роль КПСС в политической жизни страны, давно будоражит умы не только демократов, но уже и многих реформаторов-коммунистов. Несмотря на то, что в Союзе появился полноценный парламент, гарантирующий свободу слова и инициативы каждому избранному депутату, перестроечные силы требуют продолжения реформ вплоть до создания полноценной многопартийной демократии. С этой целью был созван внеочередной 3-й съезд народных депутатов, который должен раз и навсегда закрыть вопрос 6 статьи. Предложить иное решение проблемы, оставить статью о руководящей роли, однако разрешить многопартийность, сохранив 2 и 3 места за КПСС. Лидер РСФСР Виталий Воротников в противовес общепринятой реформе выдвинул свой проект поправок в Конституции, концепция которой кардинально отличается от предложений других депутатов. По его утверждению, отмена статьи о руководящей роли КПСС приведет к еще большему усилению сепаратизма в союзных республиках и в конце концов приведет к полному развалу государства.
Поэтому, по его словам, необходимо сохранить привилегированную роль Компартии, сохранив за ней гарантированные 2,3%. 2,3% мест, получается, среди 2,3% мест в местных советах. Эта идея встретила поддержку среди просоветских сил в парламенте, однако в итоге была отвергнута пролиберальными силами. Также, согласно принятым в Конституции изменениям, была введена должность президента СССР, который должен избираться гражданами СССР на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет. Однако было отмечено, что первый президент СССР избирается съездом народных депутатов СССР на тот же срок. Михаил Сергеевич Горбачев безрезультативным голосованием на съезде был избран первым президентом СССР. Литовский путь к независимости мы это читали. Усиленно разорвать любые экономические связи, даже в ущерб себе. СССР ввел экономическую блокаду Литве, прекратив экспорт нефти и газа. Россия, а также Советская Украина полностью лишили республику импорта продовольствия и других жизненно необходимых товаров. Несмотря на требования Запада снять блокаду, Москва оставалась непреклонной, и Литве пришлось капитулировать перед угрозой голода. Однако нашей экономике это многого стоило. Но зато мы не дали Литве выйти из состава страны. Вот. И, честно говоря, у нас прибавились даже деньги, прибавились деньги, вместо того, чтобы убавиться. Как-то это странно по нам ударило. Не правда ли? Рождение российского парламентизма, вот. И тут мы можем выдвинуть свою кандидатуру на пост лидера России. Председатель Президиума Верховного Совета Виталий Воротников совершенно неожиданно для всех выдвинул свою кандидатуру на вакантное место. Во время первого опроса голоса депутатов распределились примерно поровну, поэтому Власову пришлось снять свою кандидатуру, уступив Воротникову право быть единым кандидатом от КПСС. В итоге с перевесом в 34 голоса Виталий Воротников был избран председателем Верховного Совета. Демократы потерпели грандиозный провал. Отлично. Возрождение государственного суверенитета. Вот. И вот так вот мы не лишились всей политвласти, которую мы копили. Декларацию мы поддержим, так как нам нужно как можно сильнее дистанцироваться от Советского Союза. А потом мы вновь в него вольемся, когда придет время. Лидер РСФСР высказался о необходимости принятия закона о независимости, и в итоге съезд народных депутатов успешно принял декларацию о государственном суверенитете РСФСР. Помимо провозглашения суверенитета РСФСР и намерения создать новое демократическое правовое государство в составе Объединенного Союза СССР, в декларации также утверждается приоритет Конституции и законов РСФСР над законодательными актами СССР. Равные правовые возможности для новообразованных политических партий, общественных организаций и объединений, в законодательной, исполнительной и судебной властей, необходимость существующего расширения прав автономных республик, областей, округов, краев в составе РСФСР. Вот хорошо. Проходим легко. Дальше давайте. Ну вот он, следующий съезд, мы это все читали уже. Мы выйти из КПСС и основать свою партию, что ж тут сказать. Вот смотрите, к кому? К Демсоюзу? Вы в своем уме? Конечно нет. Выйти из КПСС и основать свою партию. На съезде лидер РСФСР и ряд консервативных партийцев попытались инициировать отставку Горбачева. Потерпев поражение, он, а вслед за ним ряд других левых лидеров, заявили о выходе из КПСС и создании оппозиционной партии, Всесоюзной коммунистической партии большевиков, куда вошли представители большевистской и ортодоксально-марксистской платформы КПСС. Несмотря на глубокий кризис внутри партии и ослабление ее позиций в обществе, Михаил Сергеевич Горбачев был переизбран генеральным секретарем партии на второй срок. Голосовало за 3411 человек против 1116. Из-за внутренних разногласий съезду даже не удалось утвердить
программу КПСС. Вот так вот. Цензура, прощай. Ну, создать российское государственное телевидение, не подконтрольное гостелерадио. Отлично. Нам очень нужен контроль за именно за телевидением, так как это очень сильно будет влиять на поддержку населения, и мы сможем пропагандировать свои идеи там. Ой, ведь оно же будет под нашим... Оно будет финансироваться из государства, значит, они будут считаться с нашими интересами. Ну, именно те, кто встанут во главе этого нового телевидения. Президиум Верховного Совета РСФСР вместо Гостелерадио РСФСР своим постановлением утверждает Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию ВТРК. Открытие нового независимого канала ВТР сразу привлек внимание со стороны телезрителей благодаря профессиональным журналистам, которые собрались под одной крышей. Грамотная подача информации, отличная от общесоюзного телевидения, неподцензурность и критическое отношение ко всем политическим силам в стране – залог роста популярности нового канала, который, может быть, еще сыграет большую роль в нашей истории. Это точно. Реабилитация реабилитированных. Ну, тут нам придется отказаться. Ну, тут это понятно, тут все это я уже читал. Это наше, а это ваше. Мы это тоже читали. Мы укрепить связь между оставшимися республиками, воспрепятствовав дальнейшему росту сепаратизма. Вопрос принципа. Ну, тут мы тоже это все читали. Вы, если что, как я и говорил, идите в предыдущую серию и смотрите. Съезд народных депутатов. О! Это повод вновь раскритиковать Демократический союз. Сегодня на съезде 1205 голосов депутатов было принято решение о проведении всесоюзного референдума по вопросу о частном землевладении и голосовании о сохранении СССР как единого союзного государства. Попытка сторонников Демсоюза саботировать решение съезда потерпела грандиозный провал. В ответ на критику либералов председатель Верховного Совета РСФСР раскритиковал их позиции по вопросу экономической реформы, назвав их предложение
Уважаемые народные депутаты, обратиться к вам побуждает нас возможные крайне тяжелые последствия ненормальной ситуации, сложившейся с исполнением союзного бюджета, исполнением союзного бюджета и финансированием социальных программ в текущем году. Под предварительным данным за первый квартал доходы союзного бюджета исполнены чуть больше, чем на 1/3 от запланированных сумм. Только за этот период не поступит более 35 миллиардов рублей. В таких же пропорциях не обеспечиваются доходы Пенсионного фонда СССР. Это является результатом прежде всего того, что законодательные акты ряда республик по распределению бюджетных доходов, поступающих на их территории, находятся в противоречии с союзным законодательством. Как видите, из-за ухудшающегося экономического положения и принятия деклараций суверенитета в союзных республиках бюджет Союза стремительно пустеет, а народное хозяйство некогда великой сверхдержавы близко к полному коллапсу. Вследствие этого нам надо принять какие-то меры, чтобы удержаться на плаву. Ну какие? Внести в союзный бюджет недостающую сумму доходов. Под давлением союзного правительства РСФСР внесло недоплаченную часть доходов в общесоюзный бюджет. Другие республики СССР продолжают вязкую бюджетную войну против центра. Однако Казахстан и другие среднеазиатские республики начали переговоры с Москвой о реконструкции финансовой политики. Прибалтика, в свою очередь, продолжает курс на независимость от СССР. Тем не менее, экономике Союза это мало чем помогло, и новому правительству Павлова пришлось пойти на решительные меры, проведя денежную реформу в целях борьбы со спекуляцией. Однако увеличение общего уровня цен внесло серьезный удар по материальному обеспечению граждан. Что ж поделать? Да, социалка страдает у нас. Придется очень много урезать всего. Все из-за этих реформаторов хреновых. Мятежный горный край. Ну, это понятно. После начала перестройки в середине 80-х годов в Чечено-Ингушетии активизировались национальные движения. В ноябре 1990 года в Грозном прошел первый Чеченский национальный съезд, на котором был избран исполком Общенационального конгресса чеченского народа ОКЧН. ОКЧН ставил своей целью выход Чечни не только из состава РСФСР, но и СССР. Возглавил его генерал-майор советских военно-воздушных сил Джохар Дудаев. Между ОКЧН и официальными властями Верховного Совета ЧССР во главе с Доку Завгаевым начался конфликт. В начале этого месяца ОКЧН объявляет о низложении Верховного Совета ЧССР и провозглашает независимую Чеченскую республику. В регионе сложилось двоевластие. Блокаду. Правительство РСФСР объявило ОКЧН незаконным органом, противоречащим действующему законодательству ЧССР. В республике был введен режим чрезвычайного положения, а также экономическая блокада, призванная вынудить сепаратистов пойти на переговоры. Джохар Дудаев в ответ на это выступил с заявлением, что в связи с принятием декларации о суверенитете Чечено-Ингушетии Верховный Совет Чечено-Ингушетской АССР утратил легитимность, и что единственным законным органом, уполномоченным чеченским народом, является исполком ЧНС, готовый взять на себя функции исполнительной власти. После этого национальные радикалы провели вторую сессию первого Чеченского национального съезда, которая объявила себя Общенациональным конгрессом чеченского народа ОКЧН. Сессия приняла решение о низложении Верховного Совета Автономной Республики.
провозгласив Чеченскую республику. Временным органом власти был объявлен исполком ОКЧР во главе с Д. Дудаевым. Пока что контроль над республикой остается за правительственными силами, однако радикалы вовсю готовятся к полноценному захвату власти. Что ж тут поделать, мы потихоньку страдаем. Кандидаты. 12 июля 1991 года должны состояться первые выборы президента РСФСР. Вместе с президентом РСФСР избирается и вице-президент РСФСР. Аналогичной системе выборов президента США. Кандидатура вице-президента выставляется вместе с кандидатурой президента как единый пункт избирательной бюллетени. КПСС собирается выдвинуть в президенты уже бывшего премьер-министра СССР Николая Рыжкова, в то время как кандидат от Демсоюза вполне очевиден. По прогнозам социологов, у кандидата от демократической оппозиции есть все шансы занять место главы государства, однако результаты опросов серьезно разнятся в зависимости от регионов. Кто кого? Вступить в президентскую гонку, разумеется. Господин уже президент, вынужден вас поздравить с вашей блестящей победой на прошедших выборах. Благодаря нашей всенародной поддержке мы смогли с легкостью обойти кандидата от оппозиции и показать всему миру, за кем действительно готовы пойти граждане России. Теперь мы демократически избранная власть, и нас никто не смеет называть, называть нас нелегитимными. Мы полностью легитимная власть. Партия больше не нужна. Сводка последних месяцев, референдум, сохранение Союза, прошедший в начале года, подтвердил политический раскол общества. Вскоре было проведено резкое повышение цен, усилившее социальную напряженность и ставшее катализатором массовых забастовок. Для приостановки забастовок предприятия стали передавать в республиканскую юрисдикцию и прекратили перечисление их прибыли в союзный бюджет. Теперь очередь в возмездие дошла и до КПСС. Демократы предлагают провести так называемую депортацию, запретив деятельность партийных организаций на предприятиях и учреждениях. Но не нанесет ли это окончательный удар по государственной системе, которая до сих пор тесно связана с партиями? Вывести указ о депортации, увеличив представительство собственной партии в профсоюзах. Сегодня Виталий Воротников подписал указ номер 14 о прекращении деятельности организационных структур политических партий и массовых общественных движений в государственных органах. По данному указу запрещались создание новых и деятельность существующих структур политических. Окей. Так, я вернулся, извините, что меня прервали. Сегодня Виталий Воротников подписал указ номер 14 о прекращении деятельности организационных структур политических партий и массовых общественных движений в государственных органах. По данному указу запрещались создание новых и деятельность существующих структур политических партий и массовых общественных движений в органах государственного управления, исполкомах, советов всех уровней, государственных учреждениях, организациях, концернах и на предприятиях, независимо от подчиненности. Деятельность профсоюзов оговаривалась отдельно. Должна была осуществляться по соглашению между администрацией и трудовым коллективом. На деле данный закон был полностью направлен против КПСС, организации которой традиционно существовали на всех предприятиях страны. Но тем не менее, вслед за стремительным исключением КПСС из политической жизни страны был заключен союз между некоторыми профсоюзами и партией лидера РСФСР. Я сейчас кое-что сделаю и вернусь. Сейчас сохранимся здесь. Я сейчас выйду в меню и перезайду. И загрузиться. Вот все.
Так, да здравствует новая родина. Сорвать подписание нового союзного договора, потребовав большей автономии. За день до подписания нового союзного договора лидер РСФСР Виталий Воротников заявил об отказе России подписывать текущий проект союзного договора, назвав его усилия преступными и грабительскими для России. Подписание договора вновь отложили на месяц. Споры о будущей экономической политике, политической структуре и налоговых сборах нового государства не дают покоя уже никому. Некоторые СМИ уже пророчат, что новый договор никогда не будет подписан, если в стране не появится сильная рука, способная разобраться раз и навсегда с сепаратизмом. Однако благодаря демократии и перестройке такого уже не будет. Времена не те. А вот и будет, товарищи, а вот и будет. Путч. Путч. Начало. Затишье последних дней было действительно не к добру. Сегодня, по сообщениям всех изданий и СМИ, был образован Государственный комитет по чрезвычайному положению, объявивший действующего президента СССР Михаила Горбачева неспособным исполнять свои обязанности. Заявленной целью ГКЧП, куда вошла вся правящая верхушка союзного правительства и вице-президент Янаев, было сохранение Советского Союза и приостановка проводившихся в стране реформ. В некоторых районах страны был введен режим чрезвычайной ситуации, предполагавший приостановку деятельности политических партий и общественных движений, запрет на проведение митингов, шествий, демонстраций, забастовок, установление контроля над СМИ и другие меры. Очевиден факт того, что сейчас в стране произошел путч. Конституционность и законность данного события тоже под сомнением. Что будем делать? Разумеется, признать ГКЧП единственно действующей властью. По союзному телевидению вышло обращение ГКЧП к советскому народу. Соотечественники, граждане Советского Союза, в тяжкий, критический для судеб Отечества и наших народов час обращаемся мы к вам. Над нашей великой Родиной нависла смертельная опасность. Начатая по инициативе Михаила Сергеевича Горбачева политика реформ, задуманная как средство обеспечения динамического развития страны и демократизации общественной жизни, в силу ряда причин зашла в тупик. На смену первоначальному энтузиазму и надеждам пришли безверие, апатия и отчаяние. Власть на всех уровнях потеряла доверие населения. Поддержку путчистам выразили многие члены коммунистической партии. Лидер ЛДПСС Владимир Жириновский и глава РСФСР Виталий Воротников. Тем не менее, в Москву по приказу министра обороны Язова были выдвинуты Таманская мотострелковая дивизия, Кантемировская танковая дивизия, 106-я Тульская воздушно-десантная дивизия, чтобы стабилизировать безопасность на улицах города. Оппозиция в лице Демократического Союза призывает выходить на акции неповиновения и сопротивляться оккупационным властям. Но, разумеется, у них ничего не выйдет. У нас слишком сильная поддержка в стране. Путч, перевороты продолжаются. Сегодня многотысячная колонна граждан направляется по Тверской к Белому дому. В 12:00 в Москве на Манежной площади начался стихийный митинг, в котором пока принимают участие несколько тысяч человек. Однако толпа постоянно увеличивается. Было зачитано заявление Демократического Союза, в котором произошедшие ночью события назвали антиконституционным переворотом. Содержится призыв к всеобщей бессрочной забастовке для строительства баррикад вокруг
Краснопресненской набережной используются мусорные баки, ограда расположенного рядом детского парка, бетонные блоки, скамейки, спиленные деревья, арматура, трубы. Организован передвижной медпункт. Протестующие требуют немедленной отставки ГКЧП и правительства РСФСР. Что будем делать? Выступить перед протестующими, призвав мирно разойтись. Так как если мы призовем ГКЧП к решительным мерам, нас не послушают, так как они очень мягкотелые. А если мы выйдем к народу и поговорим с ним, он нас выслушает, так как мы демократически избранный президент, и они нас поддерживают, так как под нашим управлением страна держалась на плаву и уровень жизни не был выше, чем во всех остальных республиках. Лидер РСФСР Виталий Воротников выступил с трибуны Белого дома, призвав протестующих немедленно разойтись и соблюдать порядок, иначе против них будет применена сила. ГКЧП – единственный шанс для Советского Союза выйти из политического и экономического кризиса, преодолеть сепаратизм в республиках и остановить полный коллапс государства и народного хозяйства страны. Попытка сопротивляться действующей власти будет воспринята как угроза национальной безопасности и целостности государства, заявил Виталий Воротников. Митинг постепенно окончился, и протестующие начали расходиться по домам, подорвав авторитет Демократического Союза. Справились. Путч. Конец. Несмотря на некоторые успехи в подавлении оппозиционных настроений в обществе, протесты в общем усиливаются и переливаются из столицы в регионы, а также и другие союзные республики, где власти не признали ГКЧП. Чтобы пересечь народные волнения и убедить страну отказаться от сопротивления законному правительству, надо принять какие-либо меры, причем быстрые и решительные, иначе Союзу все же придет конец. Провести массовые аресты демократических оппозиционеров, что тут? Усилить цензуру не поможет, а вот провести массовые аресты это поможет. Благодаря грамотной работе спецорганов, лидеры оппозиции, а также организации им сочувствующие, подверглись массовым арестам. Штаб Демократического Союза был полностью разгромлен и опечатан. Все сотрудники были отправлены домой. В некоторых регионах страны был введен режим чрезвычайного... Все сотрудники были отправлены домой. В некоторых регионах страны был введен режим чрезвычайной ситуации. Кажется, власть путчистов постепенно стабилизируется, а по всей стране были приняты меры по восстановлению правопорядка. Путч. К этому ли мы шли? Путч подходит к своему логичному завершению. Осталось лишь узнать, что будет дальше. ГКЧП ведет к победе. ГКЧП удалось взять всю полноту власти в стране, распространившись расправившись с демократической оппозицией и сепаратистами в советских республиках. Михаил Горбачев, президент Советского Союза, сразу же после путча подал в отставку, никак не прокомментировав ситуацию. А вскоре переехал в ФРГ на постоянное место жительства, откуда раскритиковал ГКЧП, назвав переворот антиконституционным и незаконным. Тем не менее, подписание злосчастного нового союзного договора сорвано, а страна, находящаяся на грани развала и экономического краха, спасена. Весь советский народ в ожидании дальнейших решительных действий. Победа! Союз Советских Социалистических Республик! Юху! Пришедшему к власти Государственному комитету по чрезвычайному положению удалось взять все бразды управления Советским Союзом, раз и навсегда расправившись с негативными последствиями перестройки и сепаратизмом в союзных республиках. Благодаря грамотному и прагматичному управлению Временного правительства, советская власть смогла выстоять даже там, где ей были особенно не рады, в Прибалтике. Соединенным Штатам и НАТО пришлось признать новую власть, в то время как низложенный экс-президент СССР Горбачев категорически отказался признавать ГКЧП.
Позже США и СССР подписали совместные договоры, по которым бывшим странам социалистического лагеря категорически воспрещалось вступать в какие-либо военные блоки. Одновременно с этим ведутся переговоры со странами бывшего СССР с реализацией Варинского и Юльского проекта, созданная Варненского и Юльского проекта, создание консультативной ОЭС, Организации экономического сотрудничества с мягким типом взаимных обязательств. Союз остался нерушимым и единым, а экономические проблемы удалось устранить жесткими мерами: возврат монополии на внешнюю торговлю, отказом от хозрасчета и массовой антикоррупционной чисткой, вместе с легализацией мелкого бизнеса, введение семейного подряда в деревне вместо колхозов и концессией с иностранными предприятиями. Вот мы и победили, товарищи. Окончательная победа Советского Союза. Ну, точнее, наша победа и сохранение Советского Союза. Ну, а дальше уже играть мы будем, я думаю, вы понимаете, за кого. За товарища Геннадия Янаева. Это последнее прохождение, которое я хочу устроить. Это будет самое тяжелое прохождение для нас, так как там я вообще никогда ни разу не выигрывал. И это будет самое тяжелое начало, так как у нас будет вообще почти все убито. Посмотрим, получится ли мне выжить. Буду надеяться, что получится. Что ж. Буду надеяться, вам понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии с предложениями, конструктивной критикой. Так вы покажете, что вам видео нравится по кризису в Кремле. Да и поддержите его, а то YouTube постоянно мне их крайне сильно тормозит. И вы так поможете это хотя бы как-то нивелировать. Заходите в описание, там будет ссылочка на мой Discord сервер и на Discord сервер по Доки-Доки. Заглядывайте туда. Жмите на кнопочку подписаться и на колокольчик. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся!